Друзья, всем привет! Сегодня у меня на фудкорте солянка мясная сборная. Я обожаю этот супчик. Называется он «Я его слепила из того, что было». Вариаций на тему солянки мясной достаточно много. И сегодня я вам покажу свою версию. История происхождения этого блюда уходит далеко в прошлое. Готовили его, как правило, на мясном бульоне и из остатков всего того, что можно было найти в холодильнике мясных, колбасных изделий. Я сегодня покажу вам такой классический рецепт мясной солянки сборной. Досмотрите это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Foodcourt. Итак, дорогие друзья, для приготовления солянки мясной сборной, судя по набору, вы видите, что это за сборная солянка. Я его слепила из того, что было. Значит, для говяжьего бульона, вот тут у меня примерно полкилограмма говядинки, вот такой. Я ее зачищу и буду варить говяжий бульон. То есть мне потребуется, наверное, 2 литра, может быть, чуть больше хорошего наваристого говяжьего бульона. Значит, мясо я тоже буду использовать в нарезку в солянку. Мясо я буду опускать в холодную воду и на медленном огне доведу до кипения, чтобы бульончик был прозрачный. И потом я буду его использовать для того, чтобы залить нашу солянку. По мясному набору. Значит, здесь у меня практически то, что я делал своими руками. Это свиной ошеек варено-копченый. Значит, это сосиски обычные. Это я покупал в магазине, да? Они куриные. Значит, здесь у меня домашние колбаски охотничьи. Копченые я их готовил сам. Видео у меня есть на канале. Я вам ссылочку оставлю. Значит, ветчина здесь у меня, это покупал в магазине, как бы своей не оказалось готовой. Это свиная ветчина, рубленая. А окорочок, значит, варено-копченый, это я его готовил сам. Значит, что сюда еще? Значит, 2 луковицы я буду обжаривать вместе с томатной пастой. Вот, и мелко порубленными огурчиками. Сделаем такую основу. Вот, доведем лук до готовности, огурчики растушатся чуть-чуть, и тогда мы уже будем туда загружать нарезку, и это все в бульон. Для кислинки дополнительной, может быть, мне потребуется пол-лимона, лимон можно использовать при подаче. И для подачи, наверное, я буду использовать черные оливки, у меня такие есть нарезанные, без косточки, и возьму каперсы. По всей видимости, которые я предварительно замочу в белом сухом вине, чтобы они не были такими солеными. Вот, в принципе, такой проект у меня сегодня есть на кухне. И начали готовить. Говядина такого первого сорта, нежелованная, но для того, чтобы приготовить говяжий бульон, это как раз, наверное, будет тот самый вариант, который нам необходим. Вот такими кусочками, наверное, я его порежу. Вот такие вот кусочки. Вот еще немножко можно убрать, чуть-чуть. Так, мясо поместили. Тут примерно где-то 2,5 литра воды в холодную воду. На медленном огне перегреваем его до кипения. И потом снимаем пенку и на медленном огне часа 1,5 варим. Чуть-чуть его подсолим, потому что у нас все продукты соленые. Вот, плюс огурчики. Вот, поэтому соли будет чуть-чуть. Мясо закипело. Я аккуратно снимаю пенку и на самом медленном огне оставляю его вариться еще примерно на час. Бросаю 2 очищенных луковицы,
и почищенную морковь. Это для того, чтобы бульон получил свой вкус и цвет. Ну и на данном этапе я посолью бульон. Где-то примерно 10-12 грамм, неполная столовая ложка соли. Так, теперь необходимо подготовить огурчики. По классике, конечно, нужны настоящие бочковые огурчики, которые такие вот с дубовой шкуркой, которые потом можно было бы почистить и нарезать только саму мякоть. Но у меня обычные соленые огурчики, которые я готовил сам. Вот, бочки у меня нет, но это хорошие домашние огурцы. И натру я их на крупной терке. Дело в том, что если вы любите именно в солянке вот огурцы кубиками, то их можно нарезать ножом. Я не очень люблю вот такие вот крупные фракции огурцы в солянке, поэтому я натер их на терке. Ну а теперь, чтобы не отнимать вашего времени, я быстренько нарежу лук в ускоренном режиме. Мясо говядина у меня остыло после того, как я его отварил. Бульончик я процедил, он такой получился у меня прозрачный, наваристый. И сейчас я по-быстренькому все это буду нарезать. Так, теперь охотничьи колбаски, варено-копченые. Готовились они собственными руками у себя на кухне. На канале у меня есть видео. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка. Если вам интересно, вы можете посмотреть этот рецепт. Колбаски получились великолепные, ароматные, такие жирненькие. И сейчас я их быстренько нарежу вот такими небольшими полосками, а потом на обычные кубики. Традиционно сборную мясную солянку идет сосиска либо сарделька. Ну вот у меня сегодня такие куриные сосиски, сарделек нет, поэтому, не обессудьте. Таким же образом я режу их на небольшие такие полукольца. Диаметр небольшой, там каких-то 19 миллиметров. Размер нарезки на ваш вкус. Главное, чтобы в ложку влазило несколько кусочков, и будет нормально. Мясо куриного окорочка варено-копченого я отделил от косточки. Эти окорочка я готовил сам. У меня на канале есть рецепт приготовления куриных окорочков варено-копченых. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка. Вы можете перейти и посмотреть этот рецепт. Готовятся такие окорочка достаточно просто. Мясо нежное, с легким привкусом копчения. Так, теперь пришла очередь свиной ошеек варено-копченый. Это собственного производства. У меня на канале есть рецепт. И опять же сейчас в правом верхнем углу выскочит ссылочка, нажав на которую вы можете перейти на это видео и посмотреть, как приготовить дома своими руками вот такой прекрасный деликатес. Именно вот копчености в мясной солянке сборной дают свой такой пикантный вкус. Ветчина свиная, шинка. Ничего рассказывать не буду. Обычная магазинная. Такая вполне может быть оказаться в вашем холодильнике. У меня на канале есть рецепт шинки свиной, который я приготовил уже после того, как записал видео мясной солянки сборной. Готовил я ее в новой пресс-форме. И сейчас, опять же, в правом верхнем углу выскочит плашечка с подсказкой, перейдя по которой вы можете посмотреть этот очень интересный рецепт. И вот еще один мясной ингредиент у меня оказался. Я просто посмотрел в холодильнике, что-то там еще у меня оставалось, и нашел куриные желудки. Этого ингредиента не было в наборе мясном, когда я начал готовить мясную сборную солянку. Куриные желудки я готовил в су-вид. И у меня на канале есть рецепт этого очень интересного блюда. Если вам интересно приготовить такие куриные желудки,
вы можете перейти по ссылке, которая сейчас появится в правом верхнем углу, и посмотреть этот оригинальный вариант приготовления куриных желудков в сувид. На этом все. Подготовка закончена. Итак, начинаем готовить основу для мясной солянки сборной, так называемый брес. Я не знаю, почему брес, так называют его повара профессиональные. Значит, мы обжариваем лучок, тушим его чуть-чуть с бульончиком и туда добавляем огурчики и томатную пасту. И вот этот вот брес, он даст ту самую вот густоту, такую тягучесть легкую этой солянки. Так, нагрели кастрюльку, она у меня 5-литровая сегодня. Едоков ожидается достаточно много, поэтому я сегодня размахнулся. Так, добавим чуть-чуть, грамм 30, обычное подсолнечное масло и лучок. И начинаем его обжаривать до прозрачности. Как только он станет прозрачным, обжаривать нам его не надо, мы будем его растушевать. Растушенный лук именно даст вот этот эффект густоты. Так, лучок постоянно надо помешивать, чтобы он не подгорал. Вот такой он уже становится прозрачный. И сейчас мы сюда добавим огурцы. Их можно, конечно, было кубиками, но я их потер на терочке. Нам не нужно, чтобы выпарилась влага. Это та самая кислота. Буквально 5 минут. И теперь мы добавляем сюда томатную пасту. Вот такая у меня примерно грамм 100 здесь баночка. И мы раз, два, три, 4. Вот. Где-то 4 полных десертных ложки. Соленые бочковые огурчики дадут кислоту. И томатная паста тоже даст дополнительную кислоту. Для того, чтобы кислоту смягчить, чтобы она была не жесткая, это сахар. Чуть-чуть. Неполная столовая ложка сахара. Сахар не надо бояться использовать при приготовлении таких блюд. Так, вот это вот 250 миллилитров кипятка. Вот это вот тот самый брес. Убираем на маленький огонь. Накрываем крышкой и тушим минут 20. Это минимум, чтобы у нас растушился лук и были мягкие огурчики. Вот 20 минут прошло. Я думаю, что этого достаточно. Где-то 1,5 литра бульона. Говяжий бульон получился шикарный. Варил я его вчера с ноги нижней части. Очень много коллагеновых соединений. Ну и теперь начинаем загружать. Мяско. Это у нас буженинка. Это у нас куриный окорочок. Это у нас сосиски. Это у нас ветчина, свиная шинка. Это у нас охотничьи колбаски. И это у нас заменитель почки. Куриный желудок.
И наливаем остатки, вот как раз 2,5 литра бульона. И у нас получилась вот такая вот солянка. Теперь доводим ее до кипения и будем заправлять. На соль хорошо, на кислоту хорошо. Если кислоты недостаточно, можно добавить лимон в тарелку. Ну и сейчас я буду заправлять. У меня будут здесь один из царских ингредиентов. Это каперсы. Тут 200 грамм, я их не вымачивал, они соленые. Поэтому чуть-чуть соли мы сейчас добавим. 200 грамм каперсов. И вот такие у меня порезанные черные маслины. Значит, на самом деле они черными не бывают в природе. Они бывают зеленые, такие сизые, фиолетовые. Черными их делают производители. Да, накачивают их кислородом с каким-то там веществом природным и вот красителем. И вот они такие получаются. 200 грамм. 2 лавровых листа. И вот столько у меня будет перчику. Ну вот, в принципе, и все. Сборка готова. Теперь я дам часик постоять, чтобы все вкусы поженились, и можно накрывать. Пахнет, конечно, эта солянка невероятно. Подавать я буду на стол, так как я люблю. Лимончик дополнительно, это по вкусу. Ложечка сметаны и какая-то зелень. Я люблю укропчик. Вы можете это сделать на свой вкус. Вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Посмотрите, какая получилась красота. Я в этом рецепте не дал никакие граммовки, расчет веса мясной части. Это вы можете сделать по своему вкусу. Тут нет никаких норм, законов, расчетов. Все, что у вас есть в холодильнике, собрали, подготовили, сварили бульончик, обжарили лучок с огурчиками. Все это заварили и подали. Невероятно вкусное, ароматное, сытное, очень калорийное блюдо. Дорогие друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал Food Court, жмите на колокольчик, оставайтесь на канале. Вас ждет много вкусных и интересных рецептов. До скорой встречи, друзья!